город – это настоящий музей под открытым небом. Здесь каждый объект говорящий. У каждой реки, набережной, канала и дома своя уникальная неповторяющаяся история. В этой части парадного Петербурга мы с вами уже не встретим ни замки, ни императорские дворцы. Здесь больше будут превалировать загородные усадьбы, дворянские особняки и знаменитые петербургские доходные дома, которые строились исключительно для сдачи жилья. Вот слева по ходу движения теплохода дом выше всех ростом, с резным фасадом кофейного колора, построенный в середине 19 века на средства купцов Елисеевых. Здесь снимали апартаменты очень богатые клиенты – банкиры, ювелиры, адвокаты, дипломаты. И чтобы создать для них еще более комфортные условия, вот в этом доме, что слева на Фонтанке, купцы Елисеевы устанавливают первый электрический лифт в России. На это чудо техники со всего города приходили посмотреть. Его так и прозвали – дом с лифтом у моста с башнями. Вот к такому мосту Ломоносова мы сейчас с вами приближаемся. Башни и цепи сейчас всего лишь декоративные детали, когда-то это часть разводного механизма. С помощью цепей, укрепленных в башнях, центральная, тогда еще деревянная часть моста поднималась и беспрепятственно пропускала здесь небольшие парусные суда с высокими мачтами. Из 7 мостов, таких разводных с башнями и цепями, сохранилось только 2. Мост Ломоносова на главной и Староконечной в конце фонтана. Также выглядел и Аничков мост, он тоже был украшен башнями и цепями и тоже был когда-то разводным, но после реконструкции сменил их на клодовских коней. Конечно, реки и каналы глубже за 3 века не стали, их средняя глубина по-прежнему 2,5–3,5 метра. Но здесь всегда была востребованная бойкая торговля с водой. И если посмотреть на фотографии начала 20 века, Фонтанка вся была заставлена торговыми лодками, катерами, барками, передвижными прачечными и дровниками, оставляя только судоходный ход. На пути у нас лишь Штуков мост, или, как его называли в 70-х годах, нет ли лишнего билетика. Здесь даже ночью можно было купить билет на подмостке любимого театра. Вот он при спуске с моста справа. Большой драматический театр имени Товстоногова, на репертуаре которого выросло несколько поколений ленинградцев и петербуржцев. Великий Товстоногов, который 33 года прослужил этой театральной площадке, создал целую плеяду талантливых театральных артистов, которые начинали свою театральную карьеру именно с подмостков БДТ. В этой части парадного Петербурга мы вновь возвращаемся к эпохе правления Елизаветы Петровны, когда здесь при ней продолжает формироваться южная граница города. Если территория справа достаточно быстро и активно застраивается, то левый берег еще покрыт густыми лесами, бандами разбойников и стаями волков. И это не миф, это реальность, об этом напоминают нам старинные городские летописи. Волки действительно загрызали людей, и чтобы этого не случалось, на ночь мосты на Фонтанке разводились, чтобы ни волки, ни лихие люди в город не пробрались. А здесь на правом берегу постоянно дежурили солдаты. Когда левый берег освобождается от лесов, здесь первыми кого поселяют военных, чтобы качественно охранять южную границу города. Первыми на левом берегу селится Семеновский полк, в честь него назван Семеновский мост у нас на пути. Но то, что мы видим с вами стоящие вдоль набережных слева, это казарма Московского полка, построенная в первой половине 19 века. Петербург той эпохи это не просто город политиков, чиновников, ремесленников, это в первую очередь город военных. Это имперская столица, это зеркало огромной страны, которая постоянно нуждалась в надежной и качественной защите. Поэтому мы не раз еще с вами здесь, в парадной части старого города, встретим и бывшие казармы, и офицерские дома, и полковые церкви, и храмы. Следом за казармами Московского полка слева мы видим с вами 4-этажный дом с симпатичными выпуклыми балкончиками, эркерами. В этом доме долгие годы снимали комнаты семейства Пушкиных. Здесь жили родители великого поэта и его любимая сестра Ольга. Ольга, конечно, по тем временам поступила очень дерзко, она без спроса отца вышла замуж, из-за этого серьезно поссорилась с ним. Это был настоящий конфликт поколений. Александр часто бывал в этом доме, пытаясь примирить своих любимых родственников. Был у него, правда, и свой интерес, как тогда говорили, личного интимного характера. Далеко от дома, где жили родители, на правом берегу, справа по ходу движения теплохода, 3 цветных дома – розовый, желтый и зеленый. Это особняки Олениных. Здесь находился самый известный литературно-музыкальный салон Петербурга. Здесь собирались известные поэты, писатели, музыканты, публицисты, журналисты и критики. Но не это манило сюда Пушкина. Здесь, справа, здание желтого цвета с симпатичным балкончиком, украшенным белоснежными колоннадами, жила дочка Олениных Анна, в которой Пушкин был безумно влюблен. Он точно за ней долго очень ухаживал, он предложил ей руку и сердце, он хотел жениться на ней, но ее родители ему отказали. На что, собственно, мог рассчитывать мало кому известный поэт из небогатого дворянского семейства против самой богатой, образованной и красивой девицы северной столицы? К слову сказать, Анне Олениной Пушкин не нравился ни как мужчина, вид у него был действительно диковатый, вечно лохматый, с огромными бакенбардами и длинными когтями, которые он принципиально не состригал. Вид был действительно демонический. Мало того, он постоянно писал дерзкие эпиграммы в адрес посетителей салона. Он считал очень дерзким и колким на язык. Но, однако, до конца дней своих хранила посвящение, которое он мне оставил. Пушкин же, как истинный гений, не мог просто так
попрощаться со своей несостоявшейся любовью, он облег свое разочарование в поэтические строки, которые посвятил Анне Олениной. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, душа моя угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим». На пути у нас Обуховский мост, по нему проходит самый длинный проспект Петербурга, Московский. По этой дороге Александр Сергеевич Пушкин часто ездил, особенно последние годы, так как жил на две столицы. Москва, там была его семья, а северная столица была связана с его творчеством. Именно Московского проспекта начинается история сухопутных благоустроенных дорог России. А специалистов по-прежнему готовит здесь, на правом берегу, в университете путей сообщения, учрежденном еще в 1809 году Александром I. Слева, рядом с мостом, знаменитый Измайловский садик, очень компактный, уютный. Здесь живет еще один знаменитый ангел, старичок в длинном пальто, с книжкой в руках и зонтиком. В ожидании гостей сидит на краю скамеечки. Он точно так же, как и Чижик-Пыжик, исполняет заветное желание. Напротив Измайловского садика справа двухэтажное здание вдоль набережной Фонтанки. Это тыльная сторона Юсуповского дворца. Его парадная часть выходит на улицу Садовую. Через нее можно попасть на дворцовую территорию, увидеть роскошный сад и пруд, который в начале 20 века был организован под первый городской каток Петербурга. Именно отсюда, с Юсуповского дворца, что на Садовой, начинается история фигурного катания в России. Здесь пройдут первые международные соревнования. Сейчас в саду проходят театральные перформансы и музыкальные фестивали. В этой усадьбе, что слева от нас, ярко-желтого цвета с белоснежной колоннадой, это усадьба Гаврила Романовича Державина. Здесь, в этой усадьбе на Фонтанке, он как раз и придумал кружок любителей русского языка. Сейчас на территории старинной усадьбы находится отель, театр, музей Державина и русской словесности, и Пушкинский образовательный центр, что тоже очень символично. Именно Державин принимал экзамен по этой дисциплине у Пушкина в Российском лицее. На пути у нас Измайловский мост, слева Измайловские казармы, на фоне петербургского облачного неба роскошные купола синего цвета, усыпанные золотыми звездами. Таких куполов в городе больше нет. Это цвет Измайловского полка, который квартировался именно здесь, в этой части парадного Петербурга, на левом берегу Фонтанки. А появился он здесь в 1732 году в качестве личной охраны и сопровождения Анны Иоанновны, племянницы Петра I. Она прибыла из Москвы сюда для того, чтобы взойти на российский престол. Собственно, Измайловский проспект, мост и собор получают название в честь села Измайлово, что в Подмосковье, где и родилась в родовом гнезде Романовых Анна Иоанновна, наследница российского престола. Измайловский полк будет квартироваться здесь вплоть до Октябрьской революции, пока не будет расформирован. И многие здания, которые мы видим с вами на левом берегу, как раз имеют отношение именно к Измайловскому полку. Вот здесь же на левом берегу располагалась деревянная церковь достаточно долго, пока шефом полка не стал великий князь Николай Павлович, будущий император Николай I. Он повелел построить архитектору Василию Стасову вот этот роскошный собор прямо напротив казарм. Слева по борту мы любуемся его куполами, чуть впереди слева еще один красивый ракурс откроется. Именно отсюда видны только купола. Зайдем в Крюков канал, обернемся, увидим белоснежную колоннаду. Фонтанка ниже по течению, Крюков же канал, словно водный лифт под углом 15 градусов, ведет нас к Большой Неве. Покидаем Фонтанку и отправляемся как раз в Крюков канал. Удивительный уголок, сохранивший антураж 18 века. Это не только искусственный Крюков канал, это знаменитая колонна, получившая имя в честь коломенских рабочих, которые прибывали из Подмосковья в середине 18 века сюда, в Петербург, для строительства нового города. Ну а Фонтанка далее уже продолжит свое путешествие без нас. Слева как раз за Египетским, Английским мостом, рядом со Старокалиткин, находится Галерный остров, где, собственно, Фонтанка и соединяется с Невой. Вот мы с вами в искусственном Крюковом канале, а теперь вернитесь назад направо, посмотрите, как роскошно прорастает Троицко-Измайловский собор, обнажая свою белоснежную колоннаду. Мы же с вами, словно на водном лифте, поднимаемся вверх по течению к Большой Неве. Здесь же справа сохранились и пологие пандусы, напоминающие, как удобно было швартоваться торговым лодочкам и выкатывать бочки с разным провиантом. Те же самые узкие набережные, постройки в 2-3 этажа, это все антураж 18 века. Здесь же на правом берегу сохранился и старинный Никольский рынок, сытый обжорный ряд. Здание справа по ходу движения теплохода ярко-желтого охрового цвета в 2 этажа. Сытыми рядом их называли не случайно, благодаря открытым галереям первого этажа, где круглогодично продавали разные вкусности и явства. Торговцы зазывали сюда горожан и давали все пробовать. И зайдя сюда голодным, действительно, посмотрите справа, какие галереи длинные, можно было после многочисленных дегустаций выйти отсюда сыто. Здесь вообще можно было столоваться по целый день. Сейчас здесь находится современная ресторация, сувенирные лавки, а во внутреннем дворе огромные тотальные горы, которые в зимний период используются по прямому назначению.
Здесь же и Староникольский мост на нашем пути, где состоялось первое романтическое свидание Федора Михайловича Достоевского со своей избранницей Анной. Он опишет это свидание в своем произведении «Белые ночи». Там же легко считывается знаменитый водный перекресток. Со Староникольского моста открывается вид на 5 мостов Прямого канала и 2 канала Революции. Вот они, слева и справа. Это местечко в разгаре Семимостья. Этот живописный перекресток, где очень изящно пересекаются 2 канала, можно увидеть и на известных полотнах художников, читать в произведениях известных авторов, Гончарова, Достоевского, Гоголя, увидеть в картах старинных кинофильмов. Как и нашу четырехъярусную колокольню, которая справа по ходу движения теплохода уже 2 века кряду украшает набережную Крюкового канала. К сожалению, сегодня ее красотой мы восхититься не можем, она в строительных лесах, но благо дело она не одна, это часть ансамбля Никольского Богоявленского морского собора. Справа по ходу движения теплохода мы любуемся его золотыми куполами и небесно-голубым колором его фасадов. Он божественно красив, что снаружи, что изнутри. Это единственный морской собор морской столицы, построен здесь по указу Елизаветы Петровны. И место это было выбрано не случайно. Здесь в петровские времена весь правый берег был организован под морской плац. Здесь тренировались моряки перед длительными морскими путешествиями. А потом позже здесь начали селиться отставные морские офицеры. Про это местечко Николай Васильевич Гоголь в своей повести «Портрет» напишет: «Здесь не столица и не провинция. Здесь все тишина и отставка». И ведь посмотрите, 2 века прошло, и ничего не изменилось. Здесь есть жилой фонд, здесь, как правило, сюда очень мало людей. По-прежнему Коломна хранит свою репутацию тихого, уютного, безлюдного места. Ну а далее трехэтажное здание нежно-зеленого колора напоминает нам о великом оперном певце Федоре Шаляпине, который долгие годы жил здесь, на 2-м этаже. Жил он как раз по соседству со своим любимым театром, которому прослужил долгие годы. Сразу за торговым мостом на правом берегу Мариинский театр оперы и балета, один из крупнейших в Европе. Мариинка, как ласково называют ее сами петербуржцы. Буквально на днях Мариинский театр отмечал свой день рождения. В следующем году у него юбилей, 240 лет со дня его открытия. В 1860 году он был впервые открыт для императорского семейства. Здесь была открыта театральная площадка оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». Собственно, Мариинский театр носит имя императрицы Марии Александровны, которая обожала оперу и балет. Ну а мы с вами под Матвеев мост выходим в природное русло реки Мойки, тоже одной из самых красивых парадных водных улиц Старого Петербурга. И слева от нас, за прекрасным осенним занавесом ярко-желтого цвета, скрываются красно-кирпичные стены бывших складов для сушки корабельного леса, которые по периметру обрамляют самый загадочный остров Петербурга. Посмотрите слева, какая красота. Новая Голландия, названа так с легкой Елизаветой Петровной. Сюда мы чуть не потеряли этот уникальный объект в нулевые, но благодаря Роману Абрамовичу, известному бизнесмену-миллиардеру, который включился в реконструкцию этого места, теперь Новая Голландия открыта для всех. Реконструкция продолжается, но теперь это еще и зона для отдыха, так что милости просим. Слева как раз через Адмиралтейский канал, но за ним находится площадь Труда, можно попасть на территорию этого загадочного острова. Ну а мы с вами оказались в водах реки Мойки, на пути видим с вами Краснофлотский мостик, который изящно скрывает от нас теплосети. Интересное инженерное решение. Раньше все коммуникации укладывались на дно рек и каналов, но обслуживать их было неудобно. Вот и придумали такой интересный инженерный ход. Слева у нас остаются бывшие морские казармы, где теперь располагается военно-морской музей, переехавший с Биржи с Васильевского острова. А на пути у нас самый романтичный мост города Поцелуев. Если у нас на борту есть влюбленные, не откажите себе удовольствие и поцелуйте любимого человека. Ну а те, кто без пары, загадайте, без пары непременно появится. Поцелуев мост для вас. Традиция целоваться в этой части города появилась не вчера, еще в начале 18 века, когда здесь проходила первая граница города. Справа не было никаких построек, это была окраина. Здесь единственное стоял небольшой деревянный трактир, которым владел купец Поцелуев. Трактир так и назывался, романтично «Поцелуй». Идущая к нему переправа также стала именоваться со временем Поцелуева. Вот влюбленные того времени усмотрели в этом некий тайный знак. На этом же мосту прощались с морскими офицеры, на которые уходили в дальние плавания. Это был поцелуй надежды, на воссоединение романтических сердец. В начале 20 века именно в Поцелуевом мосту стали крепить замочки в надежде на крепкий семейный союз. Но тут уж увольте, это некий акт вандализма. Чугунолитие 19 века имеет все-таки историческую ценность. Если присмотреться, то можно заметить, что ни один орнамент на набережных рек, каналов и мостов не повторяется. У каждого свой особенный оригинальный рисунок. Что же касается исторических объектов, то здесь на Мойке их тоже предостаточно. Справа по ходу движения теплохода мы проходим адрес Мойка 94. Это тот самый Юсуповский дворец, где 16 декабря 1916 года поздним вечером в подвальных помещениях был приговорен великий старец Григорий Распутин. С убиением Распутина начинается крах Великой Российской империи.
Об этом громком политическом убийстве рассказывает отдельная историческая экспозиция. Но, если честно, дворец привлекателен не этим. Переступая его порог, вы попадаете в удивительный мир дворянского быта XIX века. Прекрасные парадные залы, хрустальные люстры, шикарная коллекция картин. Здесь одна из богатейших коллекций Юсуповых представлена, которые не успели вывести после революции. На пути у нас череда цветных мостов, обращающих нас к эпохе Петра I. Синий, красный, зеленый, бывший желтый, ныне певческий. Так случилось, что все цветные мосты оказались здесь на мойке действительно не случайно. Они напоминают нам о первой границе города, о том, что в петровские времена, конечно, не было такого количества построек, не было никакой нумерации, названий улиц, все это прерогатива уже елизаветинского времени. И, конечно, работные люди, крестьяне, купцы, приходящие в новую столицу, как раз могли ориентироваться именно здесь, на границе, по цветным мостам, по интересам. На пути у нас первый цветной мост синий. Он не всегда был таким рекордсменом, как сейчас. Это была обычная банальная переправа, выкрашенная в сочный синий цвет. Но когда на правом берегу было закончено строительство Мариинского дворца, это был свадебный подарок императора Николая I своей старшей дочери Марии, то, естественно, к такому роскошному фасаду понадобился не менее парадный подъезд. Вот тогда-то синий мост и стал рекордсменом и самым широким мостом мира. Ширина его 97,5 метров. Вот справа, посмотрите, по ходу движения теплохода роскошный фасад Мариинского дворца. Когда-то здесь жила дочь императора, теперь здесь законодательное собрание Петербурга. Здесь заседают наши депутаты, решают судьбу большого города. А вот он, настоящий каменный туннель, в который мы погружаемся с вами. Представьте, какая энергетика у самого широкого моста в мире. Здесь обычно загадывает заветное желание. А теперь слева посмотрите, как роскошно на фоне петербургского неба смотрится золотой купол Исаакиевского собора, на который ушло 100 килограммов золота, поэтому ничего удивительного, что его хорошо видно с любой точки Петербурга. На уровне 43 метров находится центральная колоннада, которая открывает главный. Смотровая площадка открывает прекрасный вид на центр города, на Невскую акваторию, Афинский залив, часть Балтики. Ну а мы с вами путешествуем в этой части парадного Петербурга, любуемся плотной чередой, стоящим плечом к плечу петербургских доходных домов. Доходное производство на конец XIX века в Петербурге составляет 96% жилого фонда города. Город растет, развивается, превращается в культурный, политический, деловой, промышленный центр. Желающих жить становится здесь с каждым годом все больше и больше. А первоначально с жильем были действительно большие проблемы. Еще с петровских времен здесь стояли усадьбы, заполняющие огромное пространство с садами и огородами. Вот деловые люди еще в середине XVIII века начинают скупать эти участки разорившихся дворян и строить дома на века. Дома плотной стеной стоят друг за другом, потому что земля была дорогая, и каждая пять была застроена. Мало того, можно легко отличить, к какой эпохе принадлежит тот или иной дом. 2-3 этажа. Конец 18-го, 4 и 6 этажей, середина 19-го. Выше 6 этажей здесь, в центре Петербурга, вы не встретите, дабы до сих пор действует указ 1824 года не строить дома выше Зимнего дворца, дабы не нарушать архитектурную стилистику. Дом, не имеющий отношения к доходному производству, слева по борту дом Эсдерса и Скифальца. Дом Зеркало, дом Витрина. Это первый дом готовой одежды в России. Эсдерс и Скифаль специально выбрали это место. Здесь еще у купца Гороха стояли большие торговые ряды в 18 веке. Это место было приторговано, популярно. Слева вернитесь, посмотрите, как с моста смотрится эффектный его фасад. Действительно, можно было заглянуть прямо с моста в огромное окно витрину, увидеть понравившийся фасон, тут же его примерить и стать его счастливой обладательницей. Казалось бы, чему проще. Это мы сейчас можем с вами купить готовую одежду в любом магазине. Тогда только здесь, на углу Гороховой и Мойки. Тогда готовые фасоны шились только в Париже и Милане, вот оттуда Эсдерсы и Скифальцы их заказывали для местных модников. Мы с вами прошли уже 2 цветных моста, вернемся к ориентирам 18 века. Те, кто хотели увидеть, купить себе что-то недорого, шли к Красному мосту, как бы тогда сказали в 18 веке, по сносной цене. Сейчас говорят со скидкой. Те, кто хотели найти себе работу, шли к Синему мосту. Там на Исаакиевской площади была организована настоящая ярмарка вакансий. Кто хотел увидеть императорский Зимний дворец или пройти ближе к ней, ориентировались на желтый мостик, но не Певческий. А вот кто хотел себя показать, на других посмотреть, узнать все новости северной столицы или принять участие в ее активной культурной жизни, шли непременно к Зеленому мосту, к Невскому проспекту, первой благоустроенной дороге, соединившей две столицы Москвы и Санкт-Петербург. Все самое лучшее доставалось ей. Любой уважающий себя купец, вельможа, дворянин мечтал заполучить участок, если уж не на Невском, то хотя бы в шаговой доступности от него. И, собственно, парадная часть Петербурга застраивалась именно от Невского проспекта, поэтому чем ближе к нему, тем краше, наряднее и богаче. И самые богатые купеческие доходные дома.
императорские великокняжеские дворцы, здесь самый большой торговый ряд города, гостиный двор, здесь государственное учреждение, как дома. Справа у нас остается бывший воспитательный дом Павла I, построенный для девочек-сирот, педагогический университет имени Герцена. Здесь же, на Невском, и самая известная кондитерская Вольфа и Беранже. Вот она, стальная вывеска на левом берегу сразу за мостом, на втором этаже. Это рай сладкоежек 19 века. Здесь подавали самый вкусный лимонад в городе, наисвежайшие пирожные и горячий шоколад. Только здесь его подавали, это было очень дорогое удовольствие. А вот вам изнаночная сторона Невского проспекта. Мы проходим под животом Зеленого моста. Ширина 25 метров. Как в 18 веке, так и в 21. Невский не перестраивался за 3 века, чтобы 4 телеги разъехались и не поранили друг друга. Сейчас это 4 современных транспортных полосы. Да, он не самый широкий, не самый длинный, протяженность его всего 4,5 километра, но по-прежнему самый популярный в этом городе. Грандиозный, потрясающий, неповторимый Невский проспект, получивший название в честь нашего небесного покровителя Александра Невского, чьи мощи как раз и хранились в Александро-Невской лавре. Оттуда, от Невского монастыря, начиналось строительство этой дороги. Здесь же рядом первая гостиница Петербурга, справа здание красно-кирпичного цвета, Мойка 40. Если в доходных домах, которые действительно приносили огромную прибыль, так как сдавали комнаты и помещения под аренду на длительные сроки, брали плату впрок, как говорили, выгоднее иметь доходный дом один в северной столице, нежели золотые прииски в Сибири. Прибыль была действительно очень огромная, еще не по одному дому было. Но как было обходиться тем, кто приезжали на короткие сроки? Вот Демутова гостиница на Мойке 40 стала для них прекрасным пристанищем. Кстати, здесь часто останавливался и Пушкин, не имея своего жилья в городе. В 1817 году, когда он заканчивает Царскосельский лицей, получает назначение в коллегию иностранных дел в качестве коллежского секретаря, селится в Демутовой гостинице на Мойке 40 рядом с любимой кондитерской Вольфа и Беранже. По долгу службы часто бывает вот в этом здании, что слева от нас. Самое длинное здание Европы, 580 метров, длина генерального штаба двойни великого зодчего Карла Ивановича Росси. Она идет не только вдоль набережной Мойки, она еще и половину Дворцовой площади обрамляет, еще и на Невский проспект заходит. Так придумал Росси. Здесь как раз находились все министерства Российской империи. Здесь решалась судьба большого государства. Теперь здесь запустили государственного Эрмитажа, современное пространство и выставочные залы. Ну, конечно, государственные учреждения, например, военная прокуратура. И все это эффектно закрывает нам вид на Дворцовую площадь, которой нужен был тоже красивый парадный подъезд. И вот тогда-то на месте Желтого моста появился Певческий, который у нас сейчас на пути. Посмотрите, какая у него красивая решетка в виде распустившегося павлиньего хвоста. Поэтическое название в честь Певческой капеллы названо. И посмотрите, какая мощная изнанка. Ширина моста 74 метра. Мост ровно перевернут из железных ящиков прислонов, как многие другие мосты. Но именно этот перед открытием, скрепленный болтами, был начищен до блеска, и кто-то пустил пулю, что болты позолоченные, под покровом ночи мост разобрали за полчаса. Это была катастрофа. Мост делался для того, чтобы открыть торжественный парад на Дворцовой площади. Это была, конечно, большая авантюра, поэтому мост, конечно, попал в историю как мост-авантюрист, но это действительно исторический факт. Здесь под покровом ночи, без всяких разрешений, так даже плюнуть нельзя было без разрешения 4 чиновников, была применена впервые электрическая сварка. Спайка оказалась настолько качественной, что ее потом уже позже с официального разрешения применят к Благовещенскому мосту, первой стальной переправе города. Вот таким образом мост с поэтическим названием, самой роскошной решеткой, попадает в историю мостостроения как мост-аферист. Ну а мы с вами, покидая Мойку, вспоминаем о том, что получила на свое название не в честь помывочных заведений бань, а в честь старожерского названия Муя-Мья. Так она именовалась на картах начала 18 века. Муяйка, Муёйка. Так ее станут называть сами горожане, достаточно быстро. Неудобно варимое жорское «ё» просто выпадет из этого слова. Мойка. Так ее начнут называть в народе, а уже в середине 18 века официально печатают на картах города, признав это народное название. Мы же сами попали в самую короткую протоку города, Зимнюю канавку, как раз и соединившую две реки Мою и Неву по указу Петра в 1710 году. При Екатерине одевается в гранит и получает в подарок 3 каменных мостика. Вторую зимнюю мы только что прошли с вами, первую зимнюю у нас на пути. По нему идет улица Миллионная, на левый берег выходит к последнему зданию государственного Эрмитажа, новому Эрмитажу. Его портик украшает знаменитые гранитные атланты. Атланты держат небо на каменных руках, поэтому гранитские. Они также исполняют желание, как и наш чижик лежит на фонтанке. Ну а теперь посмотрите впереди, какая красивая панорама открывается перед нами. Это очень живописное место и очень востребованное у киношников и у фотографов. Я уж не знаю, знал ли Юрий Фельтон, когда строил эту арку между Эрмитажем слева и театром справа, что здесь проходит такая своеобразная граница утра и вечера.
И что здесь можно сделать шикарные фотографии на закате и на восходе. Арка же Фельдена выступает еще и в качестве эффектной архитектурной рамки. Сейчас это действующий фойе Эрмитажного театра, вот он справа здание зеленого цвета. А ярко-желтым цветом два окна с мелкой растекловкой справа мы видим фрагмент фасада Петровского Зимнего дворца, который сохранился благодаря Джакомо Кваранги, который строил этот театр. Но мы с вами вновь оказались на главной водной площади Петербурга. И посмотрите, какая красивая панорама вновь открывается перед нами. Казалось бы, ведь ничего не изменилось, все статично, все на своих местах, но картинка другая. И все это благодаря вот этим природным декорациям, петербургскому небу, зеркалу Невы, которые постоянно меняют свои оттенки и каждый раз в новом свете представляют нам водную площадь города. Потрясающая красоты картина.